Всем привет! Предлагаю разобраться, что будет, если АвтоВАЗ закроется. Если тема интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и начнем. АвтоВАЗ — это не просто завод, а целая экосистема. Сотни тысяч рабочих мест, города-спутники, огромная сеть поставщиков и миллионы владельцев на дорогах. Гипотетическое закрытие этого флагмана – событие не только экономическое, но и социально-культурное. Давайте смоделируем последствия этого непростого решения, рассматривая его как точку отсчета для масштабной перестройки целых отраслей и регионов. Сценарий 1. Немедленный шок и цепная реакция первые 6-12 месяцев. Кризис затронет основы существования целых городов. Социальный и гуманитарный кризис в Тольятти и сопряженных городах. Десятки тысяч высококвалифицированных инженеров, рабочих и сотрудников смежных профессий окажутся перед выбором: массовая переквалификация, миграция в другие регионы или работа в сфере услуг. Резко вырастет нагрузка на социальные службы и бюджеты всех уровней. Обвал рынка запчастей и крах бизнеса для тысяч СТО. Прекращение выпуска оригинальных деталей создаст дефицит и взвинтит цены на оставшиеся комплектующие. Мастера, специализирующиеся на ремонте «Лады», столкнутся с необходимостью осваивать другие марки, что потребует времени и инвестиций. Давление на бюджет и логистику силовых структур и госсектора. Парк служебных автомобилей многих министерств, ведомств, скорой помощи и полиции в значительной степени укомплектован автомобилями «Лада». Возникнет острая необходимость в срочной и дорогостоящей замене автопарка, что создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Рост цен на подержанные «Лады» и волна спекуляций. Оставшиеся на рынке новые автомобили и поддержанные модели в хорошем состоянии мгновенно подорожают, став объектом для перепродажи. Для многих семей в регионах это станет последним шансом купить недорогой и ремонтопригодный автомобиль. Сценарий 2. Среднесрочная адаптация и заполнение вакуума 1-3 года. Рынок и государство начнут искать системные решения. Начнется массированное наступление китайских брендов на бюджетный сегмент. Они получат возможность занять освободившуюся рыночную нишу полностью, возможно, еще больше усилив локализацию своих производств в России для снижения издержек. Российский автопром окончательно станет азиатским по капиталам и технологиям. Произойдет ренессанс других отечественных производителей ГАЗ-УАЗ и появление новых игроков. Государство может направить освободившиеся ресурсы и кадры на усиление и расширение модельных линий этих компаний. Возможно создание нового национального бренда на базе инженерных и производственных мощностей бывшего АвтоВАЗа, но под новой вывеской и с новой стратегией. Полная перезагрузка системы подготовки кадров. Профессиональные училища и вузы Тольятти и региона начнут массово перепрофилироваться с автомобилестроения на другие специальности: IT-логистику, робототехнику, биотехнологии, сервисную экономику. Город начнет мучительную, но необходимую трансформацию из монопрофильного в диверсифицированный. Произойдет развитие альтернативных видов транспорта в регионах. В отсутствии доступного нового автомобиля местные власти могут получить стимул для ускоренного развития общественного транспорта, каршеринга и велоинфраструктуры. Сценарий 3. Долгосрочные структурные изменения 3-7 лет. Отрасль и связанные с ней сферы обретут новую конфигурацию. Позитивный гипотетический эффект, технологический скачок и новая специализация. Территория и интеллектуальный потенциал бывшего АвтоВАЗа могут быть преобразованы в технопарк или кластер высоких технологий, специализирующийся, например, на разработке беспилотного транспорта, электродвигателей или производства компонентов для всей мировой автопромышленности. Исчезновение бюджетного сегмента в классическом виде может ускорить переход населения к модели мобильность как услуга, особенно в крупных городах. Негативный гипотетический эффект – утрата технологического суверенитета и культурного кода.
Страна может окончательно потерять компетенции в массовом конвейерном автомобилестроении, став полностью зависимой от иностранных производителей в критически важной отрасли. Исчезнет мощный национальный бренд, являющийся частью культурного кода и повседневной жизни нескольких поколений россиян. Это будет воспринято многими как историческая и символическая потеря. Появится нишевая хобби-промышленность. Запчасти и ремонт оставшихся миллионов лат на дорогах станут уделом энтузиастов и мелкосерийных производителей. Аналогично тому, как это происходит со старыми советскими автомобилями. Это может породить своеобразную субкультуру и мелкий бизнес. Гипотетическое закрытие АвтоВАЗа – это не просто остановка конвейера, это испытание на прочность для целых регионов и точка бифуркации для национального автопрома. В краткосрочной перспективе это спровоцирует глубокий социально-экономический кризис в Самарской области и ценовой шок на рынке запчастей и подержанных авто. В среднесрочной приведет к переделу рынка в пользу иностранных производителей и вынужденной диверсификации экономики Тольятти. В долгосрочной откроет путь либо к утрате отраслевого суверенитета и ностальгии, либо к болезненной, но радикальной технологической трансформации и поиску новой идентичности. А в нашем телеграм-канале можно посмотреть новости без цензуры. Таким образом, судьба АвтоВАЗа в этом мыслимом эксперименте упирается в фундаментальный вопрос. Является ли массовое автомобилестроение стратегической отраслью, которую необходимо сохранять и перезапускать в новых условиях любой ценой? Или же это исторический актив, который можно конвертировать в ресурс для развития принципиально иных, более современных технологий и сервисов? Ответ на этот вопрос определит, станет ли гипотетическое закрытие концом эпохи или началом новой, пусть и непривычной главы. Как по мне, есть единственный выход сохранить АвтоВАЗ. Это глобальное снижение цен на автомобили всего семейства и создание абсолютно новой отечественной платформы, на базе которой будут строиться новые модели. Учитывая низкие доходы основной части населения России, стоимость Лады Гранты должно составлять 450 тысяч рублей. Стоимость Лады Весты 700-900 тысяч в зависимости от комплектации. Лада Нива 600 тысяч. Лада Ларгус 700 тысяч. Вот тогда люди вновь обратят свое внимание на тольяттинские автомобили. А так, по сути, вместо того, чтобы действительно заниматься выстраиванием автомобильного производства и искать конструкторские решения возникающих проблем, руководство АвтоВАЗа, получается, взяло в заложники город и вымогает с государства деньги за неконкурентоспособную продукцию. Напишите свое мнение в комментариях, что нужно сделать с АвтоВАЗом и какой путь ему выбрать. Спасибо, что досмотрели до конца. Посмотрите и другие наши ролики. А также подпишитесь на канал, если почему-то этого еще не сделали. Удачи!